Всем привет, с вами Тори-чан. Сегодня я расскажу вам о 10 вещах, которые считаются стыдными в Японии, о которых я хотела знать до переезда сюда. И некоторые из них именно стыдно делать, а некоторые просто не принято из-за особенностей японской культуры. Поэтому поехали! Первое – это носить сильный парфюм. Возможно, кого-то это удивит, но японцам будет стыдно, если вы разнюхаете, что от них сильно пахнет духами, поскольку в Японии носить сильный парфюм считается неприлично. Если, допустим, вы в транспорте общественном, как автобус или поезд, и от вас сильно пахнет парфюмом или духами, то это может мешать окружающим людям, поэтому японцы обычно не носят духи, которые именно выраженно пахнут. Здесь очень популярны нежные натуральные запахи, как вот запахи, не знаю, яблок, груши, травы, дерева, а не какие-то искусственные насыщенные запахи или просто пахнуть чистотой, как говорят. В Японии, в принципе, считается, что это не очень хорошо, если от вас чем-либо пахнет. И неважно, от вас пахнет плохо, как от потеющего летом иностранца, как я, например, постоянно воняю, или хорошо какими-то дорогими духами. Именно поэтому японцы очень старательно следят за запахом своего тела. В Японии очень популярны разные специальные шампуни, гели для душа, которые именно убирают запах вашей кожи, а не добавляют сверху аромат каких-нибудь роз, например. Также, хоть японцы и не так сильно потеют, как и я, здесь популярны такие, как специальные майки с вшитыми прокладками для подмышек, чтобы потеть именно в них, а не чтобы с вас рекой тек под японским летом. Допустим, в Японии часто есть знак «Не ешьте в магазине», «Не пейте напитки в этом кафе», который вы принесли с улицы. Я видела знаки, где было написано «Пожалуйста, не пользуйтесь сильно парфюмом» или «Мы не приветствуем людей, кто очень сильно пахнет парфюмом в этом магазине», потому что, допустим, у владельца магазина сильная аллергия, или они просто заботятся о окружающих людях, чтобы им было комфортно. Второе, что считается стыдным в Японии, это неумение правильно пользоваться палочками. И не волнуйтесь, я сейчас не говорю об иностранцах. Если вы не умеете пользоваться палочками, можете спокойно просить в японском ресторане вилку, и даже если вы едите палочками, но не идеально, японцы будут в восторге, что вы стараетесь. Но если вы японец, разговор другой. Здесь считается, что неумение красиво и правильно есть палочками, если вы выросли в Японии, в японской семье, это признак плохого воспитания и плохих манер. Как, допустим, в Европе, если увидеть человека, который не очень хорошо пользуется вилкой и ножом, у некоторых людей может создаться впечатление, что человек не знает какой-то этикет. В Японии то же самое, только с палочками. И я серьезно, меня столько раз хвалили, особенно пожилые японцы, как хорошо я пользуюсь палочками, что я вначале думала, это потому что я иностранка. Но потом я увидела, как японцы хвалят других японцев. Иногда даже просто изуми может смотреть какой-нибудь фильм или телевидение, что угодно, и хвалить, как кто-то в видео, кто, японец, хорошо пользуется палочками. Поэтому здесь это реально важно. Если вы умеете красиво пользоваться палочками, это плюс, и японцы реально на это смотрят, особенно старшее поколение. Говорят, что молодое поколение уже все меньше и меньше умеет правильно пользоваться палочками, потому что у кого-то плохое воспитание, и родители особо не акцентировали на этом внимание. Или, допустим, все больше еды, которые едят вилкой или просто руками, как пицца или бургер. И у меня даже есть знакомые японки, кто не уверен в своих силах владения палочками и поэтому предпочитает на первое свидание идти куда-нибудь, где европейская кухня и можно есть вилкой, чтобы не произвести плохое впечатление на первом свидании. Третье. В Японии не принято выражение сильных эмоций, а также радикального мнения. И причина такая же, как и с сильным парфюмом. Такое поведение может доставить неудобства окружающим, а в японской культуре очень важно не доставлять неудобства окружающим. Поэтому в Японии довольно редко можно видеть, чтобы люди выражали какое-то радикальное мнение
и спорили, доказывали, что нет, оно только так и по-другому не бывает, это редкость. И даже если, допустим, вы попытаетесь поднять какую-то тему спорную, японцы постараются быстрее перейти на какую-то более мягкую тему, допустим, ох, так жарко, в последнее время погода какая-то, да, глобальное потепление. И это же касается сильных эмоций, как, допустим, ссориться на публике, или плакать, или слишком громко смеяться, или обниматься, целоваться и так далее. Некоторые люди даже подметили в комментариях под видео, где мы с Изами ездили в гости к его родителям, что они словно не родные люди, даже не обнялись и не поцеловались. Такие японцы холодные, бездушные роботы. Просто в Японии другая культура. Это не значит, что что-то хорошо, а что-то плохо. В Японии по-другому выражают свою любовь и заботу к родственникам и близким людям. Например, могут привезти омияге, подарок, который ты выбрал, думая об этом человеке, что ему нравится, что он любит. Или, допустим, приготовить что-нибудь на ужин семье. Даже элемент, который я показывала в том видео, когда ставят свечку или благовоние на алтаре бабушки и дедушки, это тоже проявление любви к своей семье. Поэтому не только обнимашки и целовашки, это то, как можно проявлять свои чувства и уважение, любовь к семье, окей? Конечно, все люди разные, и есть японцы, кто тоже обнимается и целуется при встрече, особенно если давно не виделся. И, например, Изами уже привык, что с моими родственниками ему приходится обниматься и целоваться, и он как будто даже не против, он уже за многие годы свыкся с этим. Хотя вначале ему было настолько это непривычно, что первые пару раз, когда он обнимал и целовал моих родителей, потом он ко мне подходил и такой: я не знала, в какую щеку нужно первую целовать, в левую или правую, и случайно поцеловал твоего папу в губы. Четвертое. В Японии считается неприемлемым опаздывать. Многие японцы очень пунктуальные, и когда я говорю пунктуальные, я не имею в виду, что они приходят вовремя, они приходят заранее. Поэтому, допустим, если вы один раз опоздали, то это простительно. Но если вы каждый раз опаздываете систематически, даже если это всего лишь на 5 минут, то тогда это считается стыдно и может произвести не очень хорошее впечатление. Если, допустим, вы опаздываете на встречу с друзьями, то тогда это зависит от людей, с кем вы общаетесь. Кто-то может простить и принять вас такой, какой вы есть. Думаю, у многих здесь есть хотя бы один друг, который каждый раз опаздывает на встречу, неважно, во сколько вы встречаетесь. Но если, допустим, это работа или учеба в школе или университете, там все намного строже. Допустим, в Японии считается, что когда вы приходите на работу, чем раньше вы пришли до начала рабочего дня, тем лучше. Желательно хотя бы за 15 минут. Поэтому если вы начинаете рабочий день в 9, это не значит, что вы можете прийти на работу в 8:55. Вы желательно должны прийти хотя бы в 8:45, а если вы пришли в 8:30, то молодцы по японским манерам. Это же касается и университетов, а также школ. Думаю, некоторые здесь ходят в языковую школу в Японии, кто меня смотрит, и думаю, вы знаете, насколько там все строго с посещаемостью, и если у вас плохая посещаемость или вы даже просто опаздываете, то тогда это идет в минус вашей репутации, и может быть труднее потом визу обновить студенческую или пойти в университет. В университете у меня тоже, когда я училась, по-моему, 3 опоздания засчитывалось за 1 прогул, если не ошибаюсь, и нам в основном баллы давали не за то, насколько хорошо ты написал тест. Это тоже было, конечно, важно, но намного более важно было именно посещаемость и не опаздывать. Когда я работала на японскую фирму, например, у нас были очень талантливые дизайнеры и архитекторы, но кто всегда на каждую встречу опаздывал, а также были люди, кто ничем особо не выделялся, не всегда работал суперэффективно, но всегда приходил вовремя. И люди на более высоких позициях больше ценили тех людей, кто никогда не опаздывал. Поэтому я для себя лично сделала вывод, что в Японии больше ценят именно стабильную работу и пунктуальность, чем креативность, но с перебоями. Пятое. Несоблюдение манер. В Японии очень много разных манер и правил, которые желательно соблюдать. Самое основное — это, пожалуй, снимать обувь при входе в дом, в некоторые рестораны и кафе, и даже больницы, не разговаривать по телефону в общественном транспорте, не говорить громко в общественных местах, а также не есть в поезде, если это обычный поезд, а не скоростной поезд Шинкансен. В скоростном поезде можно есть. И
самый мой стыдный случай был именно тогда, когда я не соблюдала одно такое правило. Когда только приехала в Японию, мне было 18 лет, и я каждое утро ездила в японскую языковую школу, учила тогда язык, и у меня было очень мало утром времени позавтракать. Поэтому как-то раз я решила съесть онигири, рисовый колобок, когда я ехала в языковую школу в поезде. И когда я ела онигири, бабулечки, которые сидели напротив меня, очень так на меня косо посматривали, и потом я еще и оплошала и уронила кусочек онигири на пол. Конечно, я его подобрала, но когда я это делала, бабулечки очень возмущенно перешептывали, что вот, иностранка еще и ест в поезде, это неприлично, тра-ля-ля. Поэтому лучше вообще не есть в поезде, даже если вы это аккуратно делаете. Шестое. Несоответствие дресс-коду. И речь не только о дресс-коде на работе, но и в ежедневной жизни. В Японии для каждого случая есть свой определенный образ, и японцы очень ценят смену сезонов и пытаются носить одежду в гамме каждого сезона. Допустим, весной, когда сакура цветет, японцы попытаются что-то более легкое, белое, розовое надеть, что подходит под цветение сакуры, а не перекрикивает его. Или, допустим, осенью и зимой японцы носят более спокойные земляные цвета, коричневый, бордовый, темно-зеленый, черный, серый, но не будут носить что-нибудь яркое, какой-нибудь ярко-розовый или ярко-зеленый цвет. И у меня даже есть знакомая, которая приехала в Японию впервые, и у нее было мало с собой одежды, поэтому она зимой ходила в ярко-розовом свитере, и на нее очень косо поглядывали японцы. Они обычно пытаются не смотреть косо, даже если они думают что-то не то о вас, но тинейджеры и дети японские прямо на нее такие типа и даже смеялись, что необычно, я бы сказала, для Японии, но дети не сдерживают себя, даже японские. Если вы устроились работать в японскую фирму, то где-то есть определенный дресс-код, а где-то вам могут сказать, что дресс-кода нет, и вы можете носить что угодно, но это по-настоящему не так. Имеется в виду, что можно носить что угодно, кроме одежды, которая оголяет ваши плечи очень сильно, грудь, живот, пупок нельзя оголять, нельзя носить слишком короткие шорты или юбки, очень высокие каблуки, и также желательно не джинсы, хотя, конечно, в наше время уже многие фирмы, где нет дресс-кода, не против джинс, но более хорошей манерой будет не джинсы носить, а какие-нибудь тканевые штаны и рубашку с ними. Седьмое. Не убирать за собой мусор. В Японии довольно строгое воспитание касательно мусора, здесь его сортируют на разные мелкие категории, и также в городе довольно мало мусорных корзин, поэтому японцы уже привыкшие, что если у вас есть какие-то ненужные чеки или бутылки во время вашей прогулки, вы будете с собой весь день их носить, пока не встретите ту самую единственную мусорку на весь город, или заберете мусор с собой домой просто, там уже его выкинете. Обычно люди не выкидывают мусор на улицах, поэтому здесь довольно чисто. И особенно это касается ресторанов, где селф-сервис, допустим, Макдональдс или Starbucks, люди не оставляют мусор за собой на столике, когда уходят, а обычно все убирают и сортируют по нужным категориям. И особенно смешно, когда непонятно, в этом кафе нужно самим за собой убрать или потом официантка приберет. И часто бывало такое, что мы или другие японцы спрашивали у официантки, можно ли так оставить все на столе или нужно это прибрать. И обычно, когда вы спрашиваете, вам говорят даже в селф-сервис кафе, что нет, мы сами уберем, но сам факт того, что просто оставить на столе что-то довольно стыдно, если это нужно было убрать. Восьмое. Лучше не есть и не пить на ходу в Японии. И это касается как капучино с собой в чашке, так и обычной воды в бутылке. Если вы хотите что-то выпить, то лучше остановиться где-нибудь с краю дороги и спокойно себе пить, потому что, допустим, в том же Токио очень большой поток людей, и если вы идете и одновременно с этим на ходу пьете что-то, вы можете разлить это на себя, на окружающих, врезаться в кого-то, потому что очень много людей. Именно поэтому не очень хорошо именно на ходу есть или пить. И я раньше уже рассказывала об этом в другом видео, и некоторые люди подумали, что имеется в виду, что на улице вообще нельзя ни есть, ни пить. Нет, это не так. Имеется именно
в движении. Поэтому если, допустим, вы сидите в парке на скамейке и едите или пьете, это нормально. Если вы стоите сбоку, а не посередине тротуара, то есть и пить, конечно же, можно, но именно на ходу есть мороженое, булочку, онигири, рамен нежелательно. И единственное место, где нормально есть на ходу, это специальные шопинг-улицы, где именно продается много разной уличной еды. Это разная еда на палочках, которую удобно съесть за раз, и потом эту небольшую палочку, мусор можно с собой весь день носить в сумке. Но именно в таких местах можно есть на ходу, и там даже другая атмосфера, все остальные люди тоже едят. 9. Обниматься и целоваться в публичных местах. Вы знаете, бывает такое, что пришел на вокзал, а там парочка стоит, парень ждет свой поезд, и девушка не хочет с ним расставаться, поэтому она его вот так обняла за шею, и они разговаривают, прощаются и целуются иногда. Если вы в Японии такое увидели, считайте, что вы выиграли джекпот, потому что здесь это огромная редкость увидеть парочку, которая именно бы целовалась или обнималась где-нибудь в общественном месте. Это до сих пор считается не очень приличным и стыдным, поэтому даже мы, хоть мы уже очень много лет вместе, мы можем за ручку идти где-нибудь на улице, мы можем иногда на прощание поцеловаться, но никогда прямо серьезно. Всегда очень все скромно. И 10. Сморкаться в общественном месте. Я не знаю, насколько правильное это слово, но именно очищать ваш нос, когда у вас, допустим, простуда, в общественном месте в Японии считается стыдно, и желательно пойти куда-нибудь в туалет и там сделать все свои дела. И как бы это ни было удивительно для людей из других культур, часами хлюпать носом почему-то более приемлемо, чем один раз высморкаться. Это были вещи, которые стыдно или неприлично делать в Японии, а что из этого нормально или ненормально делать в стране, где вы сейчас проживаете?